Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета, недвусмысленно опровергает давно устоявшуюся идею о независимости спорта от политики. Он признает, что действия его организации имеют политическую подоплеку, и без этого они не могут. Неожиданно для МОК, но в связи с этим многие наши спортсмены отказываются от участия в политизированных соревнованиях. Обо всем об этом и поговорим в данном выпуске. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Продолжим начатый разговор. Итак, в рамках Генеральной Ассамблеи Национальных Олимпийских комитетов Океании Бах подчеркнул необходимость сохранения автономности МОК. Мы должны во что бы то ни стало защищать нашу автономию. Я это уже говорил много раз, но, очевидно, нужно повторить, это не значит, что мы аполитичны, что мы ведем себя так, как если бы жили на острове Святых, что мы не признаем политического влияния наших действий. Они должны иметь политическое влияние, потому что в противном случае мы не были бы актуальны. То есть, по словам Баха, Международный олимпийский комитет принимает решения, призванные оказывать политическое влияние. Далее Бах продолжил, озвучивая амбициозные планы. Если у нас больше не будет проблем с политикой, то это будет означать, что мы больше не актуальны. Политиков интересует только успешная организация. Если мы не добьемся успеха, если у них не будет ощущения, что у нас есть доступ к такому количеству людей, то они не будут в нас заинтересованы. Все манипуляции МОК с нейтральным статусом, которые являются грубым нарушением базовых прав и свобод человека, на самом деле являются формой политического воздействия, что Бах сегодня открыто признал. В то же время МОК применяет по отношению к нашим спортсменам бетентотскую мораль, то есть использует двойные стандарты, обвиняя Россию в политизации мирового спорта и нарушении принципов честных соревнований. Условия участия в играх, которые диктует МОК, ужасны и унизительны для наших спортсменов. Это вызывает неподдельное возмущение. К примеру, наши спортсмены не примут участие в церемонии открытия игр. Кроме того, их награды не будут учтены в общем медальном зачете, как если бы наши спортсмены на самом деле нигде не участвовали. Раньше нас просили подписать документ, осуждающий конфликт, но теперь, кажется, этого больше не требуют. Однако любой намек на поддержку может привести к дисквалификации. Например, борец Мусу Евлоев был недавно отстранен от отбора в Париж из-за фотографии с плакатом «За мир без нацизма». Для нас придумали гимн, хотя мы не знаем, какой именно. И еще есть этот раздражающий флаг в бело-зеленых тонах, который почему-то напоминает упаковку аптечных таблеток. Может быть, стоит послать организацию Баха куда подальше и вообще отказаться от участия в играх. Объявить бойкот. Это кажется логичным и правильным шагом в текущей ситуации. Но, с другой стороны, это может привести к неприятным последствиям, включая недопуск к следующим играм. Возникает вопрос. Почему, когда американцы бойкотировали Олимпиаду в Москве, а мы игры в Лос-Анджелесе в 84-м, никаких последствий не было? Да потому что тогда МОК не занимался политикой. Сейчас, согласно правилам, страна, отказавшаяся от участия в играх, может быть дисквалифицирована на неопределенный срок. Своими иезуитскими нормами организация Баха, кажется, провоцирует нас на такой исход. И что же нам делать? Стоит ли нам терпеть такое отношение? Российские боксеры уже дали свой ответ. Наши ребята никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе, поскольку не смогут изменить своей родине, заявила генсек Федерации бокса Татьяна Кириенко. Наши художественные гимнастки тоже не будут участвовать в Париже. Такого оскорбительного отношения наша страна не должна терпеть. Нет, не будем на коленях, не будем в белом костюме с белым флагом, сдаюсь. Нет, такого быть не может, решительно заявила глава Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Виня. Вопрос участия наших атлетов в Олимпийских играх вызывает дискуссии не только среди общественности, но и среди российских политических деятелей. Однако у спортивных руководителей более высокого ранга позиция более сдержанная. Они избегают делать поспешные выводы. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечающий за спортивные вопросы в правительстве, считает, что решение о поездке на Олимпиаду должно быть принято самими спортсменами. Если Международный олимпийский комитет подтвердит отмену условий осуждения действий России или отказа от гражданства, то юридических препятствий для участия не будет. Если есть возможность, то стоит ехать. Министр спорта РФ Олег Матыцын выразил мнение, что нельзя категорически отказываться от участия в Олимпиаде и заставлять это делать спортсменов, которые прошли отбор. В ближайшее время будут подготовлены рекомендации, но окончательное решение остается за спортсменами. Он также добавил, что в текущих условиях Олимпийские игры не являются главной целью.
На данный момент на Олимпийские игры отобрались 12 российских и 7 белорусских спортсменов. По прогнозам МОК, в Париже будет не более 36 атлетов с российскими паспортами. Будут ли они участвовать? Ранее президент Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России подготовить предложение по участию российских спортсменов в Олимпийских играх на условия МОК. Ну а мы ждем ответа, который прояснит ситуацию. А что насчет этого всего думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Всем добра, всем пока!